Привет, друзья! Со мной все хорошо. Вот уж не мог я такого представить, что в 2021 году можно купить первый советский рентген-метр ДП-1 в отличном состоянии. Но чудеса иногда случаются. Поэтому, как только я увидел этот комплект на Авито, я тут же его приобрел. И вот через несколько дней ко мне приехал вот такой замечательный ящик в прекрасном состоянии. Я даже его не реставрировал, а лишь заделал один небольшой скол на крышке. Этому набору очень повезло, он хранился в хороших условиях, поэтому совершенно не пострадал. А внутри ящика, как вы уже поняли, находится рентген-метр ДП-1В, о котором и пойдет сегодняшний обзор. В линейке рентген-метров ДП-1 было три модели. ДП-1А, производившийся с 1953 по 1955 год, ДП-1Б, выпускавшийся с 1954 по 1957 год, и ДП-1В, который появился в 1957 году. Назначение у них одно и то же – измерение уровней гамма-излучения при радиационной разведке местности, а также обнаружение бета-излучения. Но есть конструктивные отличия. В качестве детектора излучения во всех рентген-метрах ДП-1 используется ионизационная камера. Как всегда, свой обзор я начну с осмотра укладочного ящика. ДП-1В поставляется в фанерном укладочном ящике, ничем не отличаясь от всех остальных дозиметрических приборов советской армии. Масса пустого ящика 4 кг, масса полного комплекта 9,5 кг. Габариты 35 на 26 на 30 сантиметров. Ящик окрашен в цвет хаки. На верхней крышке нанесена трафаретная маркировка с указанием модели прибора ДП-1В и серийным номером. Углы ящика усилены металлическими уголками различной формы. Как видите, никаких следов коррозии на фурнитуре нет. Ящик хранился в сухом помещении. Это большая редкость. Сверху удобная эргономичная ручка, такая же, как у ящика радиометра ДП-12. В те годы на производстве не экономили. Спереди два замка с петлями, через которые пломбировали ящик. Давайте откроем укладочный ящик. В раскрытом состоянии он удерживается с помощью фиксатора. Чтобы потом закрыть ящик, необходимо рукой потянуть фиксатор на себя. И только после этого закрывать крышку. Внутри мы сразу же видим прибор рентген-метр ДП-1В. Я его сразу выну, чтобы показать вам имущество. Здесь нужно повернуть два фиксатора и вынуть крышку нижнего отделения. Под ней находится несколько отсеков, где расположены сопутствующие предметы. Электрический фонарь для работы в темноте. Запасные лампочки для фонаря, 2 штуки. Упаковка с запасной электрометрической лампой 1Э, 1П. Элемент накала 145У. Конечно же, это реплика. Батарея анодного питания 13 АМЦГ. У меня ее нет, поэтому я сделал функциональный аналог. Батарея для питания ионизационной камеры 100 ПМЦГ. Это также функциональный аналог. Ремень. Его в комплекте тоже не было, и я сделал его копию. Отвертка. И техническое руководство. Еще должен быть формуляр, но в моем комплекте он отсутствует. Итак, перед нами рентген-метр ДП-1В. Корпус сделан из алюминия и окрашен темно-зеленой приборной краской. Масса составляет 5 кг. Габариты 162 на 303 на 215 мм. Диапазон работы прибора от 0,02 рентгена в час до 500 рентген в час. Погрешность измерений от 20 до 30% в зависимости от участка шкалы. У прибора есть откидывающаяся крышка, на которой нанесена надпись «После работы выключи прибор».
Такое напоминание мы уже видели, например, в обзоре радиометра DP11B. Крышка необходима для работы с рентгенметром в условиях снега или дождя. Также на боковых стенках корпуса видны специальные метки, которые указывают на центр ионизационной камеры. Это необходимо для градуировки приборов в мастерских. Слева и справа есть штифты для крепления ремня и фонарика. В комплекте с рентгенметром имеется удобный широкий ремень для переноски и работы с прибором. Как я уже говорил, мне не достался ремень, поэтому пришлось его сделать самостоятельно. Он чуточку отличается от комплектного ремня, но если не знать, вы вряд ли обратите на это внимание. Итак, выкручиваем винт, крепящий крышку, и открываем ее. Крышка у DP1 довольно интересная. Чтобы она не мешалась при работе, крышку можно снять, надеть на петли другой стороной. И закрепить на корпусе с помощью того же винта. Для этого на задней стенке есть резьбовое отверстие. На внутренней части крышки нанесена краткая инструкция по работе с прибором. Давайте кратко ее рассмотрим. В первом пункте выполняется настройка питания накала электрометрической лампы 1E1P. Во втором пункте производится проверка напряжения батареи, питающей ионизационную камеру. В третьем пункте прибор переводится в рабочий режим. В четвертом пункте производится регулировка питания управляющей цепи лампы так, чтобы при отсутствии излучения стрелка прибора показывала нулевое значение. Нижняя часть крышки имеет резиновый уплотнитель для защиты прибора от брызг. Ну а с помощью окошка можно снимать показания, не боясь залить рентгенметр дождем. Теперь рассмотрим лицевую панель прибора. В центре находится измерительный прибор микроамперметр. Под ним расположен переключатель режима работы и регулятор установки нулевого положения стрелки. Слева размещен переключатель измерительных поддиапазонов. Под ним регулятор напряжения накала лампы и регулятор чувствительности прибора, о котором я расскажу отдельно. Выше слева есть кнопка для проверки нулевого положения стрелки. И рядом с ней в специальном гнезде маленькая регулировочная отвертка для настройки напряжения накала лампы и чувствительности прибора. И в самом верхнем углу мы видим шильдик с логотипом завода-изготовителя МРТП, наименованием модели прибора, годом выпуска и серийным номером. А справа расположен отделенный от основной части прибора отсек питания. Он крепится 4 невыпадающими винтами. Отсек питания изолирован от электронной части прибора для того, чтобы газы, которые выделяются из батареи, не попадали на электронику. Хотя эти батареи сухие, поэтому возможность вытекания из них электролита исключена. Лицевая часть крепится к кожуху с помощью 8 винтов по периметру. Между частями прибора имеется резиновый уплотнитель. Если перевернуть рентгенметр вверх дном, то снизу мы увидим алюминиевую откидную крышку. В закрытом положении крышка удерживается с помощью пружинного замка. Она предназначена для того, чтобы можно было определять наличие бета-излучения. Если открыть крышку, то откроется окно для доступа бета-частиц внутрь ионизационной камеры. Окно заклеено целлофановой пленкой и защищено металлической сеткой от механических воздействий. Давайте теперь поговорим о питании DP1. Если вы впервые сталкиваетесь с таким прибором, вам будет не по себе. Дело в том, что в DP1V используются 3 разных источника питания, а именно один элемент питания и 2 батареи. И проблема в том, что производство этих источников питания прекращено уже десятки лет назад. Первый источник – это уже хорошо всем знакомый элемент 145U, он же 2S, он же 1,6 PMC-U8. Его напряжение 1,6 вольта. И данный элемент можно заменить любой 1,5-вольтовой батарейкой.
Вот эту реплику я когда-то делал для питания радиометра DP12 из батарейки размера D. Элемент 145U питает цепь накала лампы. Прибор потребляет наибольший ток именно от этого элемента, поэтому продолжительность работы от него всего 50 часов, согласно руководству. Сегодня это самое простое, что вам потребуется для включения прибора. Второй источник – это уже не элемент, а батарея 13 АМЦГ-05. Это 13-вольтовая батарея емкостью 0,5 Ампер-часа. Батарея очень непростая и в оригинале имеет 6 выводов, из которых прибором используется 5. Это минус, а также плюсы питания на 3,2 вольта, 8, 11 и 13 вольт. Такую батарею, тем не менее, сегодня можно сделать самостоятельно. Для нее потребуется 8 1,5-вольтовых элементов, например, формата 3А. Нужно спаять их последовательно, затем в нужных точках припаять 5 выводов. Батарея 13 АМЦГ необходима для питания управляющих цепей электрометрической лампы. Третья батарея немного попроще – 100 ПМЦГ-005. Как ясно из названия, это батарея с напряжением 100 вольт и емкостью 0,05 ампера. Такую батарею проще и дешевле всего сделать из маленьких 12-вольтовых батареек 27А. Понадобится 8 штук, спаянных последовательно. Батарея ПМЦГ в данном приборе питает ионизационную камеру. Вот именно такие функциональные аналоги я и сделал. Почему вообще такие странности с батареями? Дело в том, что в 50-е годы не было возможности выпускать полупроводниковые преобразователи напряжения. Тогда это было дорого, да и первые триоды не могли похвастаться стабильными характеристиками. Дешевле и проще было выпускать специальные батареи с необходимым напряжением. Дело еще в том, что ток потребления от этих батарей очень низкий. Например, батарея ПМЦГ, которая питает ионизационную камеру, практически вообще не разряжается при работе. Поэтому она может работать вечно, пока не высохнет электролит. Батарея АМЦГ также имеет большой срок службы. Ну а теперь давайте установим элементы питания. Нужно вывернуть 4 винта и извлечь отсек питания. Здесь видно множество клемм для подключения. На первый взгляд все выглядит непонятно, но это только на первый взгляд. Все 3 группы разъемов подписаны. Слева у нас 2 клеммы для батареи ПМЦГ. Справа для 2С, а в центре для АМЦГ. Плюсы и минусы нанесены на кнопки. Напряжения подписаны. Поэтому запутаться здесь сложно. Сначала я подключу батарею ПМЦГ в 2 разъема. За ней батарея АМЦГ. Здесь 5 подключений. И, наконец, элемент 2С. Тут все просто. Чтобы зафиксировать батареи, нужно затянуть гайку прижимной планки. Мои самодельные батарейки не соответствуют размерам оригинальных батарей, поэтому все получается не совсем так, как должно. После установки элементов питания можно вставить блок питания в отсек.
Прибор готов к включению. Как я уже говорил, в комплекте с DP1V идет карманный фонарик. Он необходим для дозиметрических работ в темноте. Давайте его рассмотрим. Как видно, фонарик изготовлен Витебским заводом металлов «Штамп» в 50-е годы. Фонарик был в заводской смазке, и я первый человек, который его включил. Корпус фонарика металлический. Лампа имеет хороший отражатель и стекло. Чтобы открыть корпус, нужно откинуть застежку. Внутри мы видим отсек для батарейки и патрон для лампочки. В комплекте с прибором идут две лампочки на 2,5 вольта. В качестве источника питания используется 4,5 вольтовая батарейка 3336. Она устанавливается внутрь и подключается к контакту минусовой клеммой, а плюсовую надо отогнуть наверх. Смотрите, какой прекрасный теплый ламповый свет. Это свет из моего детства. Тогда все фонарики были такими. Фонарик сзади имеет петлю, с помощью которой его можно прикрепить к корпусу прибора. А вот так он освещает лицевую панель рентгенметра. Давайте рассмотрим измерительный прибор DP1V. Он представляет собой микроамперметр, отградуированный в рентгенах в час, от 0 до 0,5 рентгена в час. Шкала только одна. На шкале также есть красная метка у накала. По этой метке настраивается напряжение питания накала лампы и производится его проверка. DP1V имеет 4 рабочих поддиапазона измерений. Нужный режим выбирается с помощью переключателя поддиапазонов. Для того, чтобы правильно определить уровень радиации, необходимо умножить показания микроамперметра на множитель установленного поддиапазона. На поддиапазоне умножить на 1000 нужно умножать показания в 1000 раз. Следовательно, можно замерять мощность дозы от 20 рентген в час до 500 рентген в час. А на самом чувствительном поддиапазоне умножить на 1, показания умножаются на единицу. Значит, на нем можно производить измерения от 0,02 рентгена в час до 0,5 рентгена в час. Кроме выбора поддиапазонов, у этого переключателя еще есть функция «контроль». И служит она для электрической проверки градуировки прибора. Об этом я расскажу позже. Переключатель рода работы имеет 4 положения: выключено, накал, работа, камера. В первом положении питание рентгенметра отключено, а клеммы микроамперметра замкнуты. Таким образом, никакие электромагнитные импульсы от ядерного взрыва не испортят прибор. В положении накал производится проверка и установка напряжения накала лампы, равная 1 вольту. После установки нового элемента питания с помощью отвертки необходимо повернуть потенциометр накал против часовой стрелки до упора. Затем включить прибор в положение накал. Теперь с помощью регулятора нужно переместить стрелку на метку у накала. Напряжение настроено. В положении работа производится измерение мощности радиации. В положении камера производится контроль напряжения батарей, которые питают ионизационную камеру. Камера питается от последовательного соединения батарей АМЦГ и ПМЦГ. Для работы ей необходимо напряжение от 80 до 130 вольт. В данном режиме измерительный прибор работает как вольтметр, а для получения данных о напряжении в вольтах необходимо показания на шкале умножить на 500. Таким образом, если стрелка установилась на отметке 0,2, это обозначает, что на камере присутствует напряжение 100 вольт. Это норма. Теперь рассмотрим подготовку рентгенметра к работе. Я перечислю все необходимые шаги, часть которых мы уже сделали. Первый пункт – это осмотреть прибор внешне. Второй – прикрепить ремень. Третий – открыть крышку.
Четвертый. Переключатель установить в положение выключено, а регулятор накала в крайнее левое положение. Пятый шаг. Установить батареи. Шестой. Установить блок питания в корпус и закрепить его винтами. Седьмой шаг. Установить переключатель в положение накал. И на восьмом шаге отрегулировать напряжение накала. Девятый. Переключатель установить в положение камеры и произвести контроль напряжения ионизационной камеры. На 10-м шаге мы переходим непосредственно к подготовке к измерениям радиации. Переключатель поддиапазонов нужно установить в положение умножить на единицу. На 11-м шаге переключатель работы нужно установить в положение работа. И, наконец, 12-м шагом нужно нажать кнопку «Проверка нуля» и при нажатой кнопке ручкой «Установка нуля» установить стрелку микроамперметра на 0. То же самое следует повторить для всех поддиапазонов. На финальном 13-м шаге нужно проверить работоспособность прибора на всех 4 поддиапазонах, то есть возможность регулировки и установки стрелки в нулевое положение. А теперь кое-что интересное. Чем прибор DP1V отличается от DP1B? Внешне оба рентгенметра очень похожи, однако есть одна деталь. У DP1V имеется положение контроль у переключателя поддиапазонов. А вот у DP1B такой функции нет. А между тем это не что иное, как возможность электрической градуировки прибора. Необходимость градуировки может понадобиться при замене электрометрической лампы. Ведь параметры ламп могут отличаться. Даже при замене батарей нужно проверять градуировку. Обычно для градуировки приборов используется входящий в комплект радиоактивный контрольный источник. А вот рентгенметру DP1V такой источник не нужен. Чтобы проверить градуировку прибора, необходимо установить режимы контроль и работа. При этом стрелка измерительного прибора должна отклониться примерно до тех же показаний, что были при проверке напряжения ионизационной камеры в режиме камеры. Если помните, у нас стрелка была на делении 0,22. Проверяем градуировку, стрелка показывает 0,22, то есть прибор отградуирован верно и можно пользоваться. В случае, если значения отличаются в пределах 4 делений, необходимо открыть крышку регулятора чувствительность и скорректировать установку стрелки. Все, таким образом прибор откалиброван без применения контрольного радиоактивного источника. Если же отклонение более 4 делений, необходимо уже калибровать прибор в мастерской с использованием радиоактивного источника. Для этого используются потенциометры внутри корпуса прибора. Итак, наш прибор полностью подготовлен к работе, и можно идти в разведку и замерять радиацию. DP1V умеет определять мощность дозы гамма-излучения. Измерения проводятся на высоте 70-80 см от Земли при закрытой нижней крышке прибора. Начинаются они всегда с самого чувствительного поддиапазона умножить на единицу. А при необходимости нужно переключаться на менее чувствительный поддиапазон. При наличии радиации стрелка микроамперметра укажет на мощность гамма-излучения. Чтобы определить наличие бета-излучения, необходимо провести два замера при закрытой и открытой крышке. Измерение проводится на расстоянии 20-25 см от поверхности. Если во втором случае рентгенметр покажет большее значение, чем при первом измерении, это будет означать, что присутствует бета-загрязнение. Теперь я покажу вам, как прибор реагирует на источник радиации. Как вы уже знаете, у меня есть контрольный источник от рентгенметра DP2. Это мощный бета-источник, поэтому я открою крышку бета-фильтра. Включаю самый чувствительный поддиапазон и смотрим на показания стрелки.
0,2 рентгена в час. Конечно, это не гамма-излучение, и измерять в рентгенах его неверно. Но я просто демонстрирую, как работает прибор с радиоактивным источником. Да и условная активность этого источника гораздо выше, чем думает ДП-1. Но тем не менее, рентгенметр 1959 года реально работает в 2021. Как вообще устроен рентгенметр? На электроды ионизационной камеры подается напряжение. При отсутствии радиоактивного излучения ток через камеру не проходит. Однако при наличии радиации атомы воздуха внутри камеры ионизируются, то есть приобретают заряд. Положительно заряженные ионы притягиваются к катоду камеры, отрицательно заряженные – к аноду. В камере начинает течь ток. Его величина очень мала – от 1 100-миллиардной до 1 100-миллионной ампера. Никаким прибором это не измерить. Чтобы вызвать значительное падение напряжения на управляющей цепи электрометрической лампы, необходимо этот ток пропустить через высокоомные резисторы с сопротивлением от 47 мегаом до 47 гигаом. Далее напряжение, создаваемое ионизационным током, подается на управляющую сетку усилительной лампы со знаком плюс. Чем выше ионизационный ток, тем выше напряжение, и тем выше анодный ток лампы. А уже анодный ток лампы через регулировочные резисторы подается на микроамперметр. И мы получаем наглядные показания мощности ионизирующего излучения. В электрической схеме прибора всего одна электрометрическая лампа, 1 микроамперметр, а все остальные детали – это резисторы, постоянные и переменные. Никаких других электронных компонентов нет. Есть, правда, еще один конденсатор, но он работает только при подключении к прибору учебного блока для фильтрации питания. При обычной работе конденсатор не задействован. Кстати, да, к ДП-1В вместо его штатного блока питания можно подключить учебный блок УБ, где нет батареи ПМЦГ. Зато есть преобразователь питания и 8 высокочувствительных счетчиков СТС-5. При этом чувствительность прибора возрастает в несколько тысяч раз, и для обучения военных можно использовать слабые источники радиации. Осталось только познакомиться с внутренним устройством ДП-1В. Для этого нужно открутить 8 винтов и вынуть панель из кожуха. Это можно делать только в чистом и сухом помещении, потому что попадание внутрь влаги или грязи может испортить прибор. Обратите внимание на уплотнитель. Он полностью прикрывает все отверстия для винтов, поэтому попадание влаги внутрь прибора абсолютно исключено. На днище видно целлофановую пленку бета-окна. Перед собой мы видим панель ионизационной камеры и электрометрического блока, а также переменные резисторы 22, 23, 24 для регулировки поддиапазонов. Однако у прибора 4 поддиапазона, а потенциометра всего 3 для 3 последних поддиапазонов. А вот поддиапазон умножить на 1000 настраивается путем подбора постоянного резистора. А переменный резистор 25 нужен для более грубой градуировки чувствительности прибора. Теперь откроем блок ионизационной камеры, который крепится на 6 винтах. Сама камера представляет собой пластиковый кожух, покрытый изнутри токопроводящим слоем, аквадагом. Напротив камеры в дне кожуха имеется окно из алюминиевой фольги, пропускающей бета-частицы. Объем камеры около 900 кубических сантиметров. Внутренняя поверхность и центральная стойка – это анод камеры, а алюминиевая рамка – катод.
Справа мы видим электрометрический блок. Он состоит из усилительной лампы 1И 1П и высокоомных резисторов, о которых мы уже говорили. Лампа очень чувствительна к влаге и загрязнениям, поэтому ни в коем случае ее нельзя касаться руками. Обратите внимание, что блок полностью герметичен. Все переходные контакты изолированы, а механические элементы управления развязаны между собой. В конце еще ознакомимся с техническим руководством. Напечатано на прекрасной плотной и глянцевой бумаге. Сейчас такого давно уже не делают. Здесь содержится полное описание прибора и принцип его работы. Именно на основе данных из руководства я и сделал свой обзор. Давайте пролистаем содержимое. Назначение и технические данные. Принцип работы. Электрическая схема прибора и ее работа. Конструкция прибора. Производство измерений. Проверка и ремонт. Неисправности и способы решения. Приложение. Вид прибора. Различные схемы. Монтажные схемы и списки деталей. И то же самое для блока питания. Итак, мы познакомились с советским рентгенметром ДП-1В. Узнали, как он выглядит, как устроен и по какому принципу работает. Сделали батареи питания, запустили прибор в работу и проверили его функциональность. Рентгенметр не подвел, он до сих пор в исправном техническом состоянии. И это доставляет особенную радость. Я очень доволен, что моя коллекция пополнилась таким замечательным прибором. Спасибо всем, кто смотрел этот обзор. Пишите комментарии, я на все отвечу. И до новых встреч!